Всем огромный привет! Друзья, сегодня я делюсь с вами своим опытом изготовления домашнего ферментированного чая. Благодаря ферментации выходит очень вкусный ароматный чай с насыщенным ароматом. Листья и цветы, засушенные обычным способом, не имеют такого ярко выраженного аромата. И в зависимости от того, каким способом мы будем обрабатывать чай, мы получим или гранулированный, или крупнолистовой чай, или чай немного меньшей фракции. Если вам интересно, оставайтесь со мной. В этом видео я постараюсь подробно остановиться на каждом из этапов при сборе листьев, при завяливании, при ферментации и при сушке. Такой чай еще удобен тем, что занимает он меньше места, чем листовой или обычные листья, когда мы сушим. И при заваривании его нужно меньшее количество, чай получается более насыщенным. Первый этап – это сбор листьев. Подходят листья разных садовых и дикорастущих растений – мелисы, мяты, малины, смородины. Особенным цветом и ароматом обладает чай из молодых листьев дикорастущей вишни и груши, земляники, иван-чая. Но при заготовлении чая из мелисы и мяты, это сильно пахнущие растения, в которых большое содержание эфирных масел, там есть свои особенности. Дальше я все расскажу. Вот собираю такие молодые побеги из малины. Если есть возможность собрать из дикорастущей малины, она имеет еще больший аромат и цвет. Желательно листья собирать весной, когда именно в молодых листьях находится большее количество дубильных веществ, в частности танина, который отвечает за вот этот такой насыщенный аромат и цвет в чае. Поэтому собирать листья осенью нежелательно. В огрубевших листьях танина содержится намного меньше. Листья при этом мы не моем, точно так же, как при сборе любых лекарственных растений. Поэтому желательно собирать их в экозоне. Тоже подходит земляника, но не такой имеет ярко выраженный аромат. Лучше ягодки засушить. Второй этап – это завяливание листьев. Перед завяливанием обязательно удаляю вот эти все веточки, все лишнее. Вот у меня листья вишни и груши дикорастущие и лепестки пиона. Листья выкладываю ровным слоем на поверхность. Я взяла покрывало, сложила его в несколько слоев, и листья выкладываю большим слоем, 5-7 сантиметров приблизительно, накрываю сверху, и периодически обязательно надо их ворошить, чтобы они равномерно завялились. Если согнуть листики, центральная жилка хрустит, значит листья еще не готовые. Если скомкать листья и они расправляются, это означает, что влаги в листьях еще много. Если листьев небольшое количество, можно завялить их в миске. Тоже все лишнее удаляю, накрываю полотенцем. И вот прошло часов 12, я их на ночь оставила, немножко приминаю их, и вот листики уже завялились. Значит, для того, чтобы прошла хорошо ферментация, нам надо разрушить структуру листа. Этого мы добиваемся или вымешиванием на протяжении 15-20 минут листьев, или мы берем листики, перекручиваем на мясорубке. Вот видите, листья завяленные, они хорошо комок держит форму, значит их можно или вымешивать, или перекрутить на мясорубке. Конечно, желательно электрической пользоваться, на механической очень долго будет. Или еще есть способ, как разрушить структуру листа, это скручиванием. Вручную скручиваем листья по одному или по 5, 6, 7 штук берем и скручиваем их в такие как бы рулетики, которые в дальнейшем
можно разрезать вот таким вот образом. Это нужно для того, чтобы в листе выделился сок. Именно в соке есть ферменты, которые будут брать участие в ферментации. Если сока выделится мало, ферментация у нас не пройдет достаточным образом. Вот такие рулетики получаются, а потом перед ферментацией их можно поразрезать и получится мелколистовой чай. Или еще проще можно поступить, взять и сложить завяленные листья в кулек, заморозить. При заморозке клетка листа лопает и выделяется сок, то, что нам и нужно. Вот, на сутки, на двое отправляем в холодильник, потом достали, разморозили при комнатной температуре и дальше приступаем или к ферментации, или к сушке. Если это листья мелисы, мяты или вот лепестков, которые имеют большое содержание эфирных масел, для того, чтобы не потерять тот аромат, мы пропускаем этот этап ферментации. То есть сразу приступаем к сушке. Третий этап – ферментация или брожение, другими словами. От этого процесса зависит вкус и аромат и польза нашего будущего чая. Для хорошей ферментации нужна температура достаточная 24-26 градусов и объем ферментированной массы листьев. Я показываю на небольшом объеме, просто чтобы лучше было понятно. Вот листья перекрученные или скрученные, или замороженные, которые мы уже разморозили. Мы отправляем в емкость, накрываем блюдцем, тарелкой, крышкой, сверху даже лучше гнет поставить и накрываем полотенцем или каким-то пледом для того, чтобы температура сохранилась. И время ферментации зависит от температуры. В среднем где-то 6-8 часов. За это время чай приобретает насыщенный аромат, цвет меняет, такой темный становится. Вот видите, он почти напоминает как бы черный чай. В среднем это продолжается где-то 6-8 часов, но если слишком высокая температура и вы передержите, получится чай с плохим запахом, низкосортный чай. Важно поймать этот самый сильный запах, чтобы сразу закончить ферментацию и сразу приступить к сушке, к любым доступным вам способом. Или в микроволновке можно сушить, или в сушилке, или в духовке, любым доступным вам способом. И в итоге получится, в зависимости от того, каким способом мы обрабатывали листья, если просто заморозили и проферментировали, получится крупнолистовой чай. Если перекрутили через мясорубку перед ферментацией, у вас получится гранулированный чай. А если вы разморозили листья и еще их примяли, чтобы они занимали меньший объем, получится вот такой чай меньшей фракции. Но, друзья, есть еще такое понятие, как сухая ферментация. Если заварить чай сразу, он может вам даже не понравиться. Чем больше он хранится, тем вкуснее и ароматнее он становится. Но главное не передержать его, вот именно поймать этот такой сильный аромат и запах и сразу прекратить ферментацию и приступить к сушке. Если вы будете сушить в духовке, тогда на противень 1,5 где-то часа постоянно помешивать, температура 100 градусов. И в итоге получится такой ароматный чай, который будет вас радовать холодные зимние или осенние вечера. Храним в стеклянной посуде, желательно с плотно закрытой крышкой. Если вам понравилось мое видео и было для вас полезным, не забывайте оставлять свои лайки и комментарии. И, конечно же, подписывайтесь, кто не подписался, и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе новых интересных видео. Пока-пока!